ужастики, ужастики, ужастики. 10 страшных видео, которые не стоит смотреть в одиночку. Это моя тема. Это я всегда обожаю мистику. Ребята, вы знаете, это моя слабость. Господи, спасибо вам за то, что вы мне сказали. То, что у Зомби Чеза вышел ролик про всякую мистику, про всякие страшилки. Всем приятного просмотра, лайкосик, как обычно. Не забывай уж родной поставить. Спасибо, ребята, очень часто бываем в трендах. Спасибо, что топите. Чтобы продвинуть видео, просто лайк и комментарий. Поехали. Сейчас будут настолько волнительные, страшные, жуткие видео. Во-первых, вы их вряд ли где-либо видели, ролики совершенно новые. Во-вторых, смотреть в одиночестве, в темноте будет слишком страшно, поэтому... Сука. Позовите кого-то к просмотру, а также напишите в комментариях, как именно и при каких условиях вы сейчас смотрите этот ролик. Итак, вы на канале Зомби Чез. Мы начинаем. Все интересные, шокирующие, не вошедшие в это видео и в другие видеокадры, которые YouTube не пропускает, вы можете найти в телеграм-канале Зомби Чез. Ссылка на экране и в описании. Че, не будем смотреть? Страшно, че не страшно? Епта, сейчас что-нибудь покажут, сейчас ночью спать не будешь. Так, ладно, давай попробуем. Под видео. Короче, кто не очкует, давай посмотрим. Автор видео в полном одиночестве проходил вдоль леса. Так, мы анализируем, фейк или не фейк. Как в старые добрые времена, ребят, давайте напишем. Фейк или нет. Камера, сразу хочу обратить внимание, то что... Камера, хочу сразу обратить внимание, то что хорошая. Не 144 в 10-кратном зуме. Заметил странное сооружение. Это была заброшенная водонапорная башня. Ну, водонапорка. Мужчина решил подойти к ней поближе и заснять на телефон. Поднявшись наверх башни, он ничего не замечает, разве что разнообразных птиц, которые гнездятся. Когда он спускался вниз, услышал реально жуткие звуки. Может, эти же птицы и издавали. Появился этот... Кого, блядь? Птицы? Птицы, да? Ёпта, я чуть штаны не навалил. Я думал, там сейчас птичку покажут. Вы чё, да ну нахер? Вы чё мне посоветовали посмотреть? Вы с ума что ли сошли совсем? Ёпта, чуть не вообще и санктум спиритум. Этот странный силуэт. Автор написал под своим видео. Он думает, что этот подросток здесь живет. Можно просто посмотреть на его растрепанные волосы и грязный вид. Автор спросил у своих зрителей, возможно ли, что... Да это фэк обычный, я уверен, ёпта, это фэк просто. Это был вообще призрак. Это призрак, понятно, что конечно. выглядит как постановочные кадры, Да постанова, но не-не-не, согласитесь, постанова. выглядело это Я до думаю, мурашек фэк. жутко. А если это не постановочный момент, я даже не могу представить, что тогда чувствовал автор видео. Ну, короче, 99% приговаривается это видео. Молоточек надо купить. Постучу. Приговаривается к тому, что это фэк. Я думаю, весь чат пишет, что фэк. Да не, ну там слишком Автор этого прямолинейно. видео по имени Дарвин и его друзья решают зайти в одинокий заброшенный... Ребят, пишите обязательно в комментариях, допустим, первое видео фейк или не фейк, там 90 на 10, 10 на 20%, то есть как вы думаете? И прям по пунктикам в комментариях. Мне прям даже интересно будет посмотреть, какое самое реалистичное видео, на ваш взгляд. дом. Редко такие Сделав видосы всего бывают. лишь первый шаг, они услышали изнутри дома шаги, если точнее звук, как от высоких каблуков. Блин, какая-то крепота вообще просто. Он и его друзья полны решимости и отправляются дальше по дому, дабы отыскать источник этих шагов. Они поднялись на верхний этаж. Блин, Звук трэш шагов еще какой-то. усилился зловещим смехом. Друзья начинают в панике убегать, но, обсудив ситуацию, они все-таки решились еще раз вернуться и отыскать то, что их так напугало. Ребята начали обыскивать каждую комнату, и никак не получается обнаружить источник шагов, который их преследует. Парни вне себя от страха. Звук шагов, такое ощущение, все ближе и ближе, но рядом посторонних нет.
Слева от Дарвина открывается сама по себе дверь, и друзья в ужасе вполне реалистичном бегут к выходу. Слушайте, ну очень похоже на постанову, ну типа такое себе. Ну и на самом деле я во всю вот эту херню верю, то есть во всяких вот этих вот ужастиков, всяких призраков, поэтому, ну не знаю. Ну я думаю, что фэк. Автор видео по имени Я Дэвид думаю, что думает, шляпа. что в его доме в данный момент происходит что-то очень странное. Дэвид задумался о странностях после того, как обратил внимание на нестандартное поведение собаки. Я напомню всем то, что собаки, ну как говорят, типа собаки, кошки, вообще животные, они, ну говорят, и по-моему дети до скольких-то лет, там то ли до скольких-то месяцев, типа видят всяких там ну, духов, там всякие вот эту потустороннюю всякую вот эту шляпу. То есть, если вы обращали внимание, иногда кошка или собака, она просто может, допустим, раз и куда-нибудь, ну, залипнуть в какую-нибудь точку и просто сидеть смотреть, то есть странно себя вести. Ну, допустим, кошак у меня так себя вел как-то, то есть бывало, но это не в этой, правда, квартире. То есть просто изредка раз так, типа, куда-нибудь залипнет и сидит, смотрит. Вот. Бывало ли у вас такое? Ну, мне кажется, ну, многие это замечали. То есть такое какое-то странное поведение. Не всегда, но бывает. Она бегала, суетилась, как будто чего-то боялась. Собака просто так себя вести не будет. Вот эта ситуация, произошедшая с собакой, действительно была жуткой. Посмотрите и Да, как... послушайте еще раз. Да, криповая тема. В этот момент Люди в чате пишут, до 3 лет люди, дети видят. До 7 лет. До 7 лет ангелов видит всяких. Ну, говорят, нет, ну до 7 вряд ли. До 3 вроде говорят, типа, пока не совсем маленький. откуда-то исходит крик, который заставляет собаку отскочить. Я не знаю, был ли этот момент на 100% связан с призраком, Слушай, ну но вот то, что здесь вот... видео не фейк, это факт. Посмотрите на удивленную морду собаки. Не, ребят, я думаю, что это не фейк. Не-не-не-не. Дэвид Пес так не заходит в будет себя комнату, вести. показывая своей собаке, что здесь ничего нет. Но животное Не-не-не-не-не. даже не собирается входить в комнату. Такое чувство, смотря на испуганную собаку, она говорит хозяину, чтобы тот вышел из комнаты как можно скорее. Что думаете? Пишите свое мнение в комментариях под видео. Ребят, ну я думаю, что это реально это реально, ну, не фейк, потому что, типа, ну, собака, ну как, это же не человек, она не будет там обманывать или еще что-то, то есть она что-то чувствует или что-то видит. Я думаю, что это реал. Многие, да, в чате тоже пишут, видишь, она даже Это не заходит видео туда. было снято в Саудовской Аравии в заброшенном доме, который находится посреди пустыни. Двое парней решили исследовать это место, включили фонари, камеры на телефоне и зашли внутрь. Один из парней услышал стук, исходящий из другой комнаты. Они разделились, чтобы быстрее обнаружить, откуда исходит звук. Это классическая параша, а давай разделимся. Вот это вот я вообще просто обожаю. Странные удары разделимся, только блядь. усилились. Автор этого видео оборачивается и замечает вот такой жуткий силуэт. Неизвестный человек неподвижно сидит, уставившись в стену. Автор испугался, сказал несколько фраз, возможно, ругательных, и сразу же начинает бежать по коридору Ребята, а есть кто может перевести фразы? Если, может быть, есть кто, ну, понимает в за переводе. своим другом. Когда они возвращаются, этого, возможно, здесь живущего человека уже не было. Ну, я думаю, что это мусульмане, да, знают ребята. Или это молитва, очень, очень на молитву похоже. Просит Бога о сохранении. Спасибо, спасибо, ребята. Я просто, ну, к сожалению, не знаю языка. Вот еще момент, где они На засняли, домовенка как Кузю жуткий похож. силуэт человека пробегает на четвереньках. Возможно, пытается не попадаться исследователям на глаза. Этот момент происходит на доли секунды. Интересно, это местный житель этого заброшенного здания Не, посреди ну может просто пустыни? ребенок в заброшке Если да, живет. то сколько он уже здесь находится? Чем питается? Что думаете об этом? Пишите 50 в на 50. комментариях. Я думаю, что 50 на 50. Это Может быть, просто ребенок, типа, ну, реально какой-то остался, да, там, если тем более в заброшенном разбитом доме. Такое, типа,
Не знаю. Видео было опубликовано в интернете девушкой по имени 50 на Энн в 50. 2014 году. Энн страдает лунатизмом. Каждую ночь девушка устанавливала напротив своей кровати камеру ночного видения, чтобы наблюдать за своим поведением во время сна. Лунатики это эти, которые типа просыпаются ночью, что-то делают и потом не шарят, что ли? Что, ну, они не помнят, что они делали? Ночью. На кадрах мы видим, как девушка просыпается в ужасе, как будто что-то ее напугало. Но проблема Меня девушка почему-то больше пугает, чем вообще что-либо на этой в картинке. том, что она полностью спит. Пронзительный взгляд в камеру белыми глазами она делает во время сна. Постоянно дергается, осматривается, как будто каждую ночь ее что-то дико пугает. Именно так ужасно проявляется ее лунатизм. Люди в сети массово обсуждали подлинность этого видео, говоря, что Энн делала это постановочно. Но девушка обычно человек, которая не гонится за просмотрами. Она просто поделилась своим поведением во время сна в соцсетях. Энн клянется, что такое странное проявление ее лунатизма происходит и по сей день, чуть ли не Странная каждый какая-то день. херня. Энн считает свои кадры и поведение смешным. У вас, я так чувствую, лунатизм проявляется только этот, как его? Когда до холодильника надо залутать сходить. Когда Леху смотришь, просто заснул, потом такой, бля, Леха еще стримит, надо сходить, надо чайку налить, чаечку, да, чаечку, бутербродик, надо так, пошел к холодильнику, надо чаечек, да. Колбасочка пошла, так, хорошо, все, Леха стримит, да, лайк надо поставить, видосик новый у Лехи вышел, раз, лайк, осик, все, пошел спать, лег. Вот это я понимаю, вот это нормальные люди, сразу видно. Но и в одно время пугающим. Этот парень рассказывает о странностях, которые регулярно происходят у него в доме. Мы даже во время его обращения Кстати, все, кто кушает или пьет, или выпивает, всем приятного аппетита и приятного... Короче, вы меня поняли. можем заметить через его плечо странный объект. I'm not sure if you guys have ever experienced anything like this. I want you to tweet me and put in some comments any story that you guys have. Сначала я подумал, что это может быть отсвет, который исходит из окна, но эти объекты появлялись даже тогда, когда парень не находился возле Спасибо, да окон. не за что. Вы чё. Посмотрите, что происходило, когда автор оставлял чуть ли не каждую ночь включенную камеру. Спустя несколько ночей ему удалось запечатлеть вот эти моменты. Девочки, вы упали. Сначала падает одна камера со штатива, почти не издавая звука, и сразу же за этим моментом сама по себе падает швабра, и это все в сопровождении странной аномальной пыльцой. Пыльцой, блядь. Почтовый работник разносит письма Ну, здесь я не знаю, но я думаю, что фейк, ребят. Это можно, господи, за веревочку дернуть. Ну, я так как, типа, просто пытаюсь как-то логически мыслить, то есть, что это может быть. Ну, типа фейк, я по думаю, всему да. офисному зданию. Он вызывает лифт. Свет на третьей камере мигает с самого начала и на протяжении всего видео. Ну, свет мигает, Возможно, может быть, это что-то из- просто-напросто техническая проблема и ничего такого паранормального. Ну и Но что? это никак не объяснить следующий момент. Смотрите, как газеты начинают перелистываться сами по себе, несмотря на то, что явно выглядит непостановочно. Это может быть все что угодно. То есть есть такие лифты, наверное, да, правильно ударение. Лифты, которые типа там воздух обычный, сквозняк, лифт поднимается. И просто это же газетные листы, они могли перевернуться как угодно. То есть, ну, это может быть вентиляция, да, какая-то в лифте. То есть, Не ну, вижу здесь, никакого смысла в этих моментах не делать знаю, фейк. типа, ну, Тем такое. более снято в режиме реального времени, на камеры наблюдения. Да нет, ну, Работник постоянно отрывается от своих записей и переводит Хз. взгляд на эти газеты. Это определенно выглядит странным и паранормальным. А что думаете вы по поводу этого видео? Пишите да не, в ну это комментариях. 100%. Это, ну, типа, ничего такого. Женщина заходит в лифт, и она, вероятно, даже не знает, что это будет ее последняя поездка в жизни. Почти как только двери закрываются, она становится резко какой-то расстроенной, качается на месте, что-то ее ввело в дикий ужас. Она бросает сумку, девушка на грани потери сознания. К концу поездки у нее явно перехватило дыхание, и она совершенно в другом состоянии. Она даже не поднимает свою сумку, выходя из лифта. Она шатается и примерно на полпути падает на колени. Долго не двигается, а потом происходит нечто невозможное.
Невидимая сила хватает ее за ногу и тащит назад в лифт. Этого я точно не ожидал. Это видео действительно пугающее. Что скажете? Кого, блядь? Ну, камера, как всегда. Сука, все, как я люблю. 144. Максимальнейшая. Уже ракеты уже до Марса долетели. Понимаешь, там уже высадились, там уже, я уверен, с человечками, с местными корешатся, общаются. Там уже, по-моему, долетели, уже куда-то спутник улетел, там потеряшка какая-то, 18 лет летал, уже думали, он где-то проебся, здесь недавно сигнал подал, там с другого конца уже с этими, созвездие какой-то там Кассиопеи, чи не Кассиопеи, не знаю, не шарю. Вот. А у нас все. Siemens, ёпта, А52 без камер. Давай, говорит, я тебя сейчас на 0,3 этих пикселей сниму. Уже камеры как говна за бани уже продаются. Нет. А можно такой, знаешь, в офисном здании или в каком-то небоскребе настройте, пожалуйста, нам систему видеонаблюдения максимально современную. Сделайте максимально, чтобы все было видно. Будет сделано. А не подскажете, почему только 144 и 240 разрешения? Максимально стандартно все. Обернись, да успокойтесь, ребят, я себя вижу вот здесь, вот в ОБС-очке. Вот видите, вижу себя. Все хорошо. Все хорошо. Там, если что, павук сидит, он охраняет. Все, андер, пожилой контроль. Слушайте, ну я думаю, что это фэк тоже. Легкий пикник у озера такое. прервался из-за Что думаете, фэк, не фэк? Ну, типа, ну, ребят, ну просто веревку привязали, тем более камера кривая вся. ястреба, который подхватил на газоне змею и бросил в людей. Люди остались невредимы. Весь этот инцидент уж очень странный и опасный. 哦，我们这边跑了，哎，到水里了，到水里了。 Какая причина у ястреба была, чтобы сделать подобное? Судя по продолжению видео, змея также осталась невредима и Ты что, конченый, что ли, я не пойму? Или это тролль-ястреб? Ты вообще, ты прикинь? Бомбардировка, тупо пожилая бомбардировка. спокойно поползла дальше. Вы можете представить, Жесть как люди вообще удивились поведению птицы? Может, они чем-то обидели ястреба, а тот в отместку закинул им змею за шиворот. Там у ястреба IQ больше, чем, я не знаю, у меня, наверное. Что думаете об этой ситуации? Кто он ещё- Пишите в комментариях. Ты видел, он как точно еще кинул? Тупо десантура, не говори. Бля, там же еще змеи Друзья, вы какие-то любите жесткие. пощекотать себе нервы? Если да, то переходите на мой второй канал Просто Чез, где вы найдете жуткие психологические и мистические Бля, братишка, и так страшно. Обосраться можно. Ты че, родной? Всякие эти пиковых дам этих, чи не пиковых, вызывать. Это же стрёмно. Это же ты че? Это можно так это... сердечко может... Я такое смотреть не буду. Это страшно. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.